Витаю! В этом видео в Elmer мы рассмотрим элемент решателя сохранения данных «Сохранить скаляр» и определим при помощи него опорные реакции балки и запишем их в txt файл. Итак, по умолчанию в графическом интерфейсе Elmer нет вкладки для сохранения данных, поэтому для начала ее загрузим. Идем в файл, Definition, Append, находим EDF Extra, в ней находим Save Scalar. Нажимаем «Открыть» и закрываем Definition. Вот у нас появилась вкладка для сохранения данных. Теперь загрузим геометрию. Возьмем 3D-модель из прошлого ролика. Балка у нас будет однопролетная, на защемленных опорах, загруженная равномерно распределенной нагрузкой. 3D-модель у нас была в миллиметрах, сетка тоже получилась в миллиметрах. В расчете я буду использовать систему Си, поэтому нужно не забыть перевести миллиметры в метры. Для этого в настройках проекта введем коэффициент масштабирования. Добавим расчет. На вкладке «Линейная упругость» поставим птичку «Активная». Приоритет поставим единицу, потому что сначала нужно выполнить общий расчет. Поставим птичку «Считать напряжение». В свойствах решателя на вкладке «Линейные системы» выбираем метод Direct, потому что он быстрее итеративного. На вкладке «Специфические опции» обязательно ставим птичку «Считать нагрузки». Также можно поставить птичку «Считать эквивалентные напряжения». Нажимаем «Применить». Переходим на вкладку «Сохранить скаляр». Ставим птичку «Активная». В свойствах решателя на вкладке «Специфические опции» пишем имя файла, в который будет записаны реакции опоры вместе с расширением. Как правило, используется расширение DAT, но нам ничего не мешает поставить TXT, чтобы сразу открывать файл блокнотом. Далее добавим переменную, из которой будем собирать информацию. Это нагрузки, вызывающие смещение. Скопируем этот текст в поле с переменной. Реакции у нас будут вдоль Z, поэтому пишем 3. Оператор – суммарное значение по всей площади граничного условия. Добавим еще реакции вдоль X. Это у нас единица. Применить. Ставим птичку «Назначить всей схеме». Добавить и ОК. Добавим материал. Возьмем его из библиотеки. Ставим птичку «Назначить всей схеме», добавить и ОК. Добавим собственный вес. Это у нас Body Force. На вкладке «Линейную упругость» сила вдоль Z, через знак $, с минусом пишем произведение ускорения свободного падения на удельный вес материала. Ставим птичку «Назначить всей схеме», добавить и ОК. Добавим нагрузку. Идем в граничные условия. На вкладке «Линейная упругость» сила в направлении Z, с минусом пишем значение равномерно распределенной нагрузки в паскалях. Помечаем, что это нагрузка. Добавить и ОК. Добавим левую опору. В граничных условиях на вкладке «Линейная упругость» для перемещения во всех направлениях ставим 0.
На вкладке «Сохранить скаляр» ставим птичку «Сохранить скаляр», помечаем, что это левая опора, добавить и ОК. Делаем то же самое и для правой опоры. Перемещение 0, сохранить скаляр, помечаем, что это правая опора, добавить и ОК. Назначим граничные условия элементам сетки. Здесь у нас будет нагрузка, здесь левая опора, тут правая опора. Сохраняем проект, указав адрес папки, куда будут записаны файлы с исходными данными и файлы с результатами. Все готово к расчету. Создаем файл SIF, проверяем, все ли в порядке, и запускаем расчет. Расчет окончен, запускаем Euler VTK. Выведем векторы равнодействующих узловых нагрузок. Теперь перейдем в папку, куда был сохранен проект. Вот наш текст с реакциями опор. Вот вертикальные реакции. Вот горизонтальные. Читать не слишком удобно, так как они не подписаны. Давайте их разделим в разные файлы. Для этого отредактируем файл SIF. Скопируем блок с решателем сохранения данных. Для следующего решателя порядковый номер 3, для имени сохранения данных 2. В первом блоке удаляем сохранение горизонтальных реакций. Имя помечаем, что это реакции вдоль Z. Во втором блоке удаляем вертикальные реакции. В имени помечаем, что это реакции вдоль X. В каждом новом решателе оператор и переменная должны начинаться с единицы. Все, можем нажать «Сохранить» и выполнить. Расчет окончен. Вот теперь отдельно реакции в направлении X и отдельно реакции в направлении Z. И напоследок, давайте внимательнее посмотрим на реакции вдоль Z. При такой схеме опирания и загружения, если считать вручную, реакция опоры должна быть равна 1,4 на 10 в пятых ньютон. Здесь мы видим, что результат немножко меньше. Это связано с тем, что инструмент сохранения скаляра очень чувствительный к плотности сетки конечных элементов. Если сетка разряженная, результат получается заниженный. Если сетка слишком густая, то наоборот, получается завышенным. Поэтому целесообразно делать несколько пробных расчетов для выбора оптимальной плотности сетки конечных элементов. Для данной 3D-модели я уже знаю, что оптимальная плотность сетки 15 мм. Применить. И обновляем сетку. Вот сетка стала плотнее. Перезапускаем расчет.
Расчет окончен. Смотрим, что получилось. А теперь результат близок к ручному расчету. На этом все. Дякую за увагу.